Встречайте, «Орел и решка. Перезагрузка». 3-й сезон. В этом сезоне мы перезагрузим новые города. Заново откроем удивительные острова. Ну, здравствуй! Привет! Как тебя зовут-то хоть? Ребят, достаните меня отсюда! Это будет самый неожиданный сезон. Я буду жениться! Не пропустите! Вам понравится! Тихо! Странное ощущение! Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Обычно на подходе Антон мне делал комплименты. Ну, я не Антон. Дорогие друзья, от имени «Орел и решка. Перезагрузка» мы рады поприветствовать вас в солнечной столице Грузии, Тбилиси. Прекрасный тост, Настя! Наконец-то! Я так давно мечтал отведать пузатых хинкали, перепробовать все вина Лазанской долины. Какие вина, маленький человечек! Тебе же 18 нет, кто тебе продаст? Настя, успокойся, мы же в Грузии. Здесь не продадут, здесь просто так нальют. Орел? Решка. Гаумарджос, Грузия. Вот это прекрасный тост, Евсей. Чао, какао. Чао, какао. Тот, кто раз побывал в Грузии, обречен возвращаться сюда снова и снова. Добрый день, с вами Орел и Решка. Добрый день, и мы в Тбилиси. Тбилиси. И сегодня мы прилетели снова в Грузию. Грузия – это страна, которую можно бесконечно исследовать, пробовать на вкус, слушать. И все равно будет мало. Я буду жениться! Что может быть лучше черного породистого Мерседеса С-класса? Правильно, черный породистый Мерседес С-класса. Ребят, прикол в том, что вот у меня реально точь-точь в такой же Мерседес должен быть. Ну, конечно, без сопровождения. Тут, наверное, шишка какая-нибудь, да? Но сейчас подождем, и приедет моя машинка, 100%. Не, ну это забавно, конечно. Добро пожаловать в солнечную Грузию. Здрасте. Здравствуйте, Настя. Здрасте. Нам приказано сопроводить дорогого гостя до гостиницы. Скажите, пожалуйста. Спасибо огромное. Это, друзья, клянусь, ну, вы сами знаете, что такое в истории перезагрузки вообще первый раз. Какие спорткары? О чем вы? Чувствую себя президентом. Tougher than a mother pound of leather. We the A-team, see the plan come together. Your beats a JV with no chance to let her. Ain't no denying, this butter's more better. I had it up to here like a turtleneck sweater. The beat back man, put back the beat. The beat back man, put back the beat. The beat back man, put back the beat. The beat back where the beat belongs. The beat back man, put back the beat. Наконец-то это не за мной, а со мной. И чтобы вы понимали, друзья, так по городу передвигаются только очень важные люди. Чувствуете связь? К сожалению, за денежки вот сопровождение купить нельзя.
Просто Министерство туризма Грузии узнало, что «Орел и решка» приезжают в Тбилиси и сделало такой подарок. Это, конечно, немножко не по правилам, но не отказываться же от такого шикардоса. $100 после обмена превращаются в 260 лари, что как минимум в 2,5 раза приятнее. Был 100, стал 260. Ехать в город на такси нет смысла, потому что есть автобус до города, который стоит $0,5. Это всего 20 центов. Скажите, а где здесь автобус? Автобус останавливается прямо вот здесь. Вот здесь, в город? Да. До центра везет автобус номер 37. Ну, подождем. Я честно собирался ждать автобус, но тут случилось то, что даже оператор не успел поймать. А, да не, спасибо, мы... А нам не надо, мы улетаем. Все, тут может быть, ну, проездов 10-15. 10-15 проездов? Да. Может Это быть, по ларе? Да. Вам точно не нужно? Где-то 15 значит 30 проездов. Ого. Покатаемся. Спасибо вам большое. Спасибо. Что произошло? Я просто спросил у девушки, где здесь остановка и как добраться до города. Она подошла и подарила мне карту с 15 проездами. Этого, в принципе, вообще на всю поездку хватит. Грузия? Да? Сюда, вот видно. Это раз. А сколько там остаток был? Тариф стоит 55. Понял. А внизу уже ваш баланс. Там даже больше, чем я думал и чем мне сказали. 31 лари. Если проезд стоит 50 полулари, то это получается 60 проездов. Я могу, улетая, отдать эту карточку кому-нибудь еще. Круто. Автобус, конечно, супер современный. Здесь есть кондиционер, куча способов оплаты. Можно телефоном, карточкой, наличными и даже USB-зарядки. Круто. Ну, привет, Тбилиси. Как ты тут без нас? Знаете, друзья, мне, конечно, рассказывали, что Тбилиси город красивый, но что настолько красивый, настолько разнообразный, честно говоря, я сейчас нахожусь в неком удивлении и даже восхищении. Пока нас здесь не было, посреди старой советской архитектуры, как какие-то диковинные грибы, выросли современные здания. Такое ощущение, что на Тбилиси рассыпали щепотку Дубая. Вот, например, дом юстиции, как будто накрытый огромными лепестками. Выглядит интересно. Здание полностью со стеклянными стенами. Так хотели показать прозрачность работы и открытость людям. А вот это трубы. И местные так и называют их трубы. В одной из них планировался музыкальный театр, а во второй – выставочный зал. Почему планировался? Да потому что трубы так и не открыли. Пока они просто украшают парк Рики. А вот это здание напоминает современный музей. Но на самом деле, друзья, это прокуратура. Черный цвет – символ твердости грузинской правовой системы, а стекло – ее прозрачность. Но это мы уже в курсе. Настя, да что там здание? Пока нас не было, тут изменилось название страны. Теперь грузины хотят, чтобы их страну в мире называли не Джорджия, а Сакартвело, чтобы ее не путали с американским штатом. А грузины теперь зовутся Картвелами. Это первый раз в истории «Орла и решки»,
когда можно сказать, что мы вернулись совсем в другую страну. В Тбилиси можно совершить удивительное путешествие из будущего в прошлое. Переходишь реку Кура по мосту мира и попадаешь в самую атмосферную часть Тбилиси – старый город. Старый Тбилиси – это покосившиеся древние здания, ветхие крыши, потрескавшийся цемент. Это маленькие дворики, пахнущие свежевыстиранным бельем. Очень атмосферно. И резные деревянные балконы – шушабанди. Такой длинный шушабанди – обязательная часть традиционного грузинского дома. Он соединяет все квартиры на этаже. Кажется, что жизнь в старом городе остановилась 100 лет назад. И никто даже не заметил. Местные геноцвали сидят на скрипучей лавочке и обсуждают новости. Тетушка Манана сушит свои ковры, пардаги. А их племянник Иракли жарит шашлык. Слушай, мы с тобой сегодня все ходим и ходим. Надо же и передохнуть. Я отдыхаю, когда переключаюсь с физической нагрузки на умственную. Ноги отдыхают, мозг тренируется. Самый огромный новострой в Тбилиси – вот этот 100-метровый небоскреб в стиле хай-тек. Смотрите, он похож на громадный осколок стекла, который упал с неба и вонзился прямо в центр грузинской столицы. Где же еще мне остановиться, как не в самом модном и самом высоком отеле Грузии – отеле Билтмор. Спасибо, ребят, огромное! Так меня еще ни в одном городе не уважали. Правда. Отель Билтмор построил арабский шейх Нахаян бен Мубарак аль-Нахаян за $140 миллионов. Слушайте, а масштабненько так. О, а вот это круто. Поэтому поющих грузинов с вином здесь ожидать бесполезно. Так что просто наслаждайтесь атмосферой роскоши. В моем отеле 216 номеров. И все они только класса люкс. Я взяла самый дорогой – королевский. Он находится на самом высоком 30-м этаже. Ну что, посмотрим на номер за 95 тысяч гривен. Олежа, ты это видишь? Это же просто мои любимейшие пирожные. Как они? Так, Евлеева пришла в себя. Номер. Ой, ладно, сейчас. На площади 220 квадратных метров разместилась гостиная с наборным деревянным полом. Обеденный зал тоже с наборным полом, только уже мраморным, 5 разных сортов. Спальня. Ванная комната номер 1. Ванная комната номер 2. Олежа, это бассейн. Спальня номер 2 с панорамными окнами. Королева Настасья, опасность будет почивать здесь. После того, как наестся сладкого, примет ванну и поблагодарит Вселенную за то, что золотая карточка именно у меня. Вы представляете? Вот
Евсеюшка весь уикенд будет ножками своими пешочком по городу ходить, стирать их буквально в пыль, чтобы рассмотреть. А мне достаточно купить номер на 32-м этаже и спокойненько наслаждаться видом. Хочешь отсюда, хочешь вон отсюда. Знаете, какая главная достопримечательность Грузии? Это местная еда. Хинкали, хачапури, лабиани, чахахбили, чкмирули. Пойдемте разбираться вместе. А харчо? В Тбилиси 1001 кафешка и 1001 традиционное блюдо на любой вкус и кошелек. Да что ж такое? Дороговато. 55 лари за блюдо я отдавать явно не готов. На этот пир живота зазывает 1001 зазывало. Я остановился на кафе с самыми низкими ценами. Метехи. Татыхинкали, Икалакури, Мтилури, Сулгуни-Накетцы, Чахапули, Аджахури, Абхазура, Чахахбили, Купаты, Чкмирули. Фух. Можно... Так, 5 хинкали с говядиной. Ага. Хачапури по-аджарски. Потом суп харчо. И аркацетели. Бокал? Не, я ж в Грузии. Литр. Литр. Да. Ну, за Грузию. Гаумарджос. Начнем с супа харчо. Ого, он очень густой. Очень горячо. И островато. Но вкусно. Харчо с грузинского переводится как говяжий суп. И здесь должно быть минимум 3 обязательных ингредиента. Говядина, сливы и грецкий орех. С виду всего этого здесь в избытке. А теперь хачапури по-аджарски. Это такая лепешка в форме лодочки с начинкой из сыра, яйца и сливочного масла. Краткий курс, как правильно есть хачапури по-аджарски. Как только вам его принесли, не дожидаясь, пока яйцо остынет, надо это все дело перемешать. Так и масло растает, и сырое яйцо доготовится в горячем сыре. Хачапури едят руками. Отламываем кусочек теста, макаем его вот сюда и... Ну вот, сырого яйца уже не чувствуется. Все это дело перемешалось. И теперь похоже на омлет с сыром. Очень вкусный омлет с сыром. Ну и, наконец, главное блюдо грузинской кухни – хинкали. У грузин есть целый кодекс их поедания. Первое. Хинкали едят только руками, никаких вилок и ножей. Схватишь горячий хинкали, пальцы будут бобо. Холодный хинкали есть, себя не уважать. Зачем я дул? Хинкали едят только под чачу. У меня же вино. Забыли. Грузины говорят, что с хинкали нужно вести себя как с женщиной. Посолить, помять и только потом выпить все соки. Бульон в хинкали – это вообще отдельная тема. Он очень вкусный и отдает какой-то пряностью. Наверное, это кинза. Вот здесь даже видно. Последний хинкаль – это как последние километры в марафоне. Уже не лезет, но зато знаешь, что когда добежишь, будет настоящее блаженство. Этот праздник живота в самом центре Тбилиси обошелся мне в $18. Я так наелся, что перестаю дышать. Я не могу вообще ни двигаться, ничего не могу. Но я так счастлив. Просто по-грузински счастлив. Интересно, а в Грузии есть розовое вино? Наверное, немногие из вас знают, что Тбилиси переводится как «теплая вода». По-нашему, Тбилиси – это что-то вроде Тепловодска. А все потому, что Тбилиси стоит на теплых источниках. В общем, история такая. В V веке царь Вахтанг Гаргасали поехал на охоту и ранил оленя. Но олень прибежал к серному источнику и исцелился. Царь был настолько поражен, что решил основать здесь город. Так и появился Тбилиси. А на месте, где бьют источники, построили знаменитые серные бани, которые прославили Тбилиси на весь мир. Поэтому быть здесь и не сходить в бане – это грех. А я грешить не люблю. Для богачей в Тбилиси есть VIP-бани. Как бы так помягче сказать.
Такое ощущение, что все яички планеты собрали в одну кучу и стухли их. Серную баню может позволить себе не только богач, но и бюджетный турист. Так что я тоже пойду помоюсь в общественную баню номер 5. Помыться в VIP-бане стоит $60 в час. Выглядит она роскошно. Мозаика на стенах, несколько купелей и массажный стол из мрамора. Помыться в общественной бане можно за $1 в час. И выглядит она вот так. Вам эти кадры тоже напоминают фильм ужасов? Но на целебные свойства водички это никак не влияет. Ну что, понеслась? Первое, что нужно сделать в серной бане, это смыть с себя грязь. Сероводород воздействует только на чистую кожу. Дальше нужно окунуться в бассейн с горячей серной водой, чтобы тело напиталось лечебным сероводородом. Мне, честно говоря, страшно, но обещают, что эта ванна сделает меня моложе, стройнее, здоровее, прекраснее, счастливее. Очень хинкали — это я. Мясо в вареном тесте. Фу, очень горячо и очень воняет. Ну все, 6 минут прошло. Вылазим. И дальше ныряем в бассейн с холодной водой, чтобы улучшить кровообращение. Почему нет золотой середины в этой бане? Она ледяная. Я поняла. Тбилиси — это из крайности в крайность. Только ради вас. Нырну разочек. Она просто лёд. Этого достаточно. Схему вы поняли, методика ясна. А я бы хотела перейти к самому главному и, возможно, самому приятному банщику. Первым делом банщик делает пилинг кожи. Печатки с время ковра. Она снимает мертвую кожу. С ковра? Киса. А? Киса. Кисой банщики называют свою мочалку. Она сделана из шерстяного ковра. В общественных банях киса совсем не мягкая и не пушистая, а очень жесткая и колючая. Ощущение, конечно, смешанное. Это наждачка? Ощущение, что снимают слой кожи наждачной бумагой. Плохая киса, плохая. Котная. Саня, ты только туда не снимай. А то Настя еще со мной разговаривать не будет. После пилинга кисой банщик надувает большой мешок из ткани, и на тебя льются нежные облака пены. Что такое всего? Это нормально? Знаете, что я вам скажу? Все грузинские банные процедуры — это очень странная вещь. Это когда тебе одновременно больно и приятно. Но оно того стоит. Кроме Тбилиси, в Грузии столько всего интересного, а времени, чтобы все посмотреть, мало. Поэтому я рванул на автовокзал. Это всегда маршрутка едет? Да. А сколько стоит одно место? 6 лари. Сколько ехать по времени? Час-полтора. Ну все, поехали.
решил поехать в город Сигнахи. Что в нем интересного? Сейчас расскажу. Всегда мечтал увидеть национальную грузинскую свадьбу. Хорошо, что здесь есть город, в котором их штампуют просто как на конвейере, 24/7. Спасибо. До свидания. Сигнахи – это большая ухоженная деревня. Такой себе укромный уголок на склоне горы, где люди живут размеренной сельской жизнью. Я как будто в какой-то Центральной Европе, в Швейцарии или в Альпийской Франции. Только вокруг грузины. Но для меня это не главное. Сигнахи – это же город свадеб. Его даже в шутку называют местным Лас-Вегасом. А все потому, что сюда, как и в Вегас, можно приехать в любое время дня и ночи, и тебя поженят. Даже без документов. Во как. А вот и оно. Самое знаковое место в городе. ЗАГС. Смотрите, молодожены. Настоящие грузинские жених и невеста. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья. Майя. Очень приятно. Я приехал посмотреть на грузинскую свадьбу. Очень красиво у вас. Вот, хотел поздравить. Счастья вам, здоровья и любви. Спасибо. Чтобы в вашем доме всегда... Диди, мадлоба. Как это? Мадлоба. Спасибо. Большое спасибо. Ну, что сказать. Сигнахи – это лотерея. Тут ты можешь застать традиционную грузинскую свадьбу, а можешь увидеть самую обычную, как в нашем ЗАГСе. В общем, мне не подфартило. Ну, может, вам повезет. В принципе, самое главное – невеста, жених, родственники и любовь. Все составляющие свадьбы есть. Совет да любовь! Не одному же только Евсею колесить по красотам Грузии. Я тоже поеду в классное место – Алазанскую долину. Ну все, Сигнахи посмотрел, пора возвращаться в Тбилиси. Здрасте. А вы по-русски говорите? Да. Подскажите, а здесь маршрутки до Тбилиси? Да. Прямо отсюда идут? Ну, чуть-чуть подальше. Там? Да. Хорошо, спасибо. А? Да, в Тбилиси. Я мог бы подвезти вас, но я должен заехать в моего брата. Но это где? В Винограднике. Если, может быть, для вас интересно это будет. А сильный крюк? Это рядом с Тель-Авивом, заодно Тель-Авив тоже посмотреть проезд. А там интересно? Ну да. А сколько стоить будет? Да ничего, я так подвезу. Серьезно? Конечно. Конечно, на маршрутке я добрался бы быстрее. Но кто же от такой возможности откажется? Бесплатно проехаться через Алазанскую долину и посмотреть на грузинские виноградники. Алазанская долина – это уникальное место. Тут что не село, то новый сорт вина. Все потому, что в каждом поселке свой уникальный микроклимат. Едешь и будто бы путешествуешь из бутылки в бутылку. Из Цинандали в Азисубани, из Мукузани в Ахашени, из Гурджани в Карденахе. Как звучит вах-вах. Пока ты по ней едешь, встречаешь огромное количество коричневых указателей, которые, собственно, направляют к винодельням, винным погребам, в общем, ко всем тем точкам, где есть вино. Я свернула к винодельне Нелькариси. Вот все-таки особенность, да, какая? Поле. Я не знаю, степь. Как ее назвать? Леса. Но посередине всей этой глубинки стоит модное дизайнерское здание.
Здрасте. Спасибо огромное. До встречи. Наше виноделие, наши виноградники, то, что вы видите вот там, чувствуете себя как дома. В Грузии среди богатых туристов очень популярны туры на винодельни, где тебе в мельчайших подробностях показывают, что делают с виноградом. Начнем с самого известного – вина. А сейчас, мои хорошие, я покажу, как вот это превращается в вот это. Здесь грозди винограда срезают и кладут в контейнер. Ну и дальше ящики с собранным виноградом везут на винодельню. А это большая соковыжималка. Сюда кидают виноград и получают сок. Здесь виноградный сок бродит неспешно. Здесь бутылочку моют, в бутылочку наливают винишко, бутылочку запечатывают, дальше в этом потрясающем агрегате клеят наклеечку. Ну и вуаля! Винцо готово к употреблению. Именно этим я сейчас и займусь. Час покатушек по Лазанской долине, и мы приехали в поселок Сема-Хадашени. Приехали. Здесь живут родственники моего нового знакомого, Тема. У них есть свой частный дом и небольшой виноградник. А это глава семьи, дедушка Гиви. Уже там, на винограднике? Да, виноградники они. Это ваш дедушка? Да. И ему почти 90. Серьезно? Да, но он так выглядит, потому что он натуральный, чистый, грузинское вино пьет. Камарджобат. Вот помощника я вам привел. Здравствуйте, меня Евсей зовут. Мне Годерди. На ночь. Так. Вот отрезаешь вот здесь. Вот так. А, прям стебелек. И все, бросаешь вот здесь. К брату Тема съехалась вся семья. Дети, племянники, двоюродные сестры и братья. Тут так принято, что все вместе собирают виноград. Что ж, я тоже помогу. Вкусно. Я работаю. А вино нальют потом? Конечно. Отлично. После сбора виноград несут в темный погреб. И тут же его дробят. Раньше грозди давили ногами в специальном деревянном корыте. А сейчас придумали такую вот виноградодавилку. А черенки, лепесточки, вот это все? Это вместе идет. Вместе все? Да, это все вместе. Вот вам первый секрет приготовления домашнего грузинского вина. Виноград давится вместе с косточками, веточками и кожицей. Поэтому вино получается терпким, насыщенным и, главное, крепким. Отлично. Куда оно все уходит? Это уходит на этом большом кувшине. Какой кувшин? Вот под ней есть кувшин, в котором это вместе сок, вместе с мехом. Этот кувшин 530 или 40 литровый. А вот этот 1300. Второй секрет. Вино бродит в огромных глиняных кувшинах квеври. Стенки квеври позволяют вину дышать, а в землю его закапывают, чтобы сохранялась прохлада, необходимая для правильного брожения. А какая температура должна быть? Ну, 14-15 градусов, больше не надо. В таких домашних винодельнях работают не машины, а люди при помощи разных старинных приспособлений. Вот такой палкой перемешивают жмых. 2 недели длится вот эта работа. Чтобы жмых не пошел наверху и сухим не стал. А вот такой палкой чистят кувшины. Эта вишневая кора имеет антисептический характер. И когда с этим моем, получается, что, короче, мы уже дезинфекцию сделали. Вот эту корзину здесь используют как сито. А вот специальный половник – гдели. Его используют, чтобы вычерпать сок из кувшина без жмыха. А это вставляем и в нем пускаем это вот так. Вот так. Пошел это гдели, забрали сок, поднимали и заставили. И вот так переливаем на ведро. Это уже натуральный виноградный сок. Ого! Таким половником вычерпать 300 литров вина? Да, чтобы приготовить домашнее вино, нужно попотеть. Но зато, чем больше трудишься, тем вкуснее результат.
Друзьяшки мои, вот и я. Значит, виноград, оказывается, в Грузии используют не только для приготовления вина, также для приготовления чурчхелы, долмы, а лозу используют в качестве дров для того, чтобы приготовить шашлычок. Я у мамы морячок. В Грузии выращивание винограда – это безотходное производство. Из излишков сока делают грузинскую сладость – чурчхелу. Это, друзья мои, скелет чурчхелы. А обычно он делается из орехов. И потом его вываливают в муке с виноградным соком. А далее это все вывешивается на вот такую вот жердочку. Чурчхела высушивается на солнышке и потом приобретает вот такой вот потрясающий, невероятно манящий вид. Вкусно. Виноградная лоза тоже никуда не пропадает. На ней жарят шашлык. Вообще, друзья, в Грузии женщин к шашлыку не подпускают. Но я быстренько расскажу вам один секрет приготовления. В общем, когда лоза загорается, жар стоит очень высокий. Поэтому нужно подождать, пока лоза будет тлеть, и жар не спадет где-то вот до такого уровня. И чтобы на таком уровне было комфортно, более-менее держать руку. И только в этот момент можно класть шашлык для того, чтобы он приготовился. А из перебродившего жмыха гонит виноградную водку – чачу. Стоит такой перегоночный аппарат, в котором виноградный жмых, оставшийся после того, как его хорошенечко отжали. В жмых еще добавляют виноградный сок и плотно накрывают крышкой. Все это нагревается, испаряется и образуется конденсат. Главное, что отсюда капает чача. А сейчас, друзья, я покажу вам, как проверить, настоящая ли чача. Берете рюмочку, например, наливаете и заливаете в огонь. Фаер-шоу произошло, значит, чача настоящая. В каждом грузинском доме сбор винограда заканчивается застольем. Осторожно. Свинина? Да. Так отмечают Ртвели. Праздник, который длится, пока собирают урожай. Ну и, конечно же, с этого празднования меня не отпустили. Ой. Ну, как получается? Вроде получается. Вообще не пил. О, это мне сегодня пригодится. Смет сахар суал. Либо потом просто вырубится. Спасибо. Нет. Теперь я в безопасности. Не факт. Застолье у грузин называется супра. Переводится как скатерть. У супры есть свои правила, которые вам обязательно нужно знать, чтобы не обидеть грузин. Первое правило. Каждое застолье начинается с молитвы. Аминь. Дальше выбор тамады. Это должен быть очень уважаемый человек. Тамадой будет хозяин. Все, селюся. Еще одно обязательное правило супры. Чем более уважаемый гость, тем ближе он сидит к тамаде. Ближе меня только дедушка Гиви. Так что это большой почет. Ну, поехали. Первый тост за тамаду. Что, собрал? Каждый год. Как можно больше винограда? Дальше тост за родителей. У кого родители живы, здоровые, у кого уже ушли на тот свет. Обязательно тост за дружбу. За нашу дружбу и за нас всех. Ну что, друзья, стол накрыт. У меня здесь и хинкали, и хачапури, и долма, и пхали. А вообще я считаю так. Грузинское застолье – это не грузинская еда, это компания. Прекрасный тост. У-ху! Друзья,
Я хочу обратить ваше внимание на то, что я женюсь скоро. Это мой стакан. Это не важно. Это мой стакан. Погоди. Давайте смешаем и получим розовое вино. Я за вас. Швоя решил. Спасибо. Швея или швоя? Неважно. Я за вас, швоя, решил. Я буду жениться. Да? Мы очень долго это скрывали, но мы с Настей встречаемся. И скоро у нас будет свадьба. Эта свадьба будет в Кахете! Ишей, за тебя, за твою невесту, за вашу любовь. Здоровья, счастья. Это самое главное. Счастья и много детей. За вашу любовь, за вашу счастье. Спасибо. Несмотря на всю любовь и все обожание к вам, у меня, если честно, негде гостеприимства. То есть я могу остаться здесь? Здесь? Прямо здесь, за этим столом. Извините, мне пора спать. Кажется, мне надо держаться. Что происходит с моей ногой? Листья винограда касаются ее. Иди спать. Что такое спать? Хорошо. Хозяйка! Я иду спать. Друзья, бывало ли вам когда-нибудь стыдно? Давали ли вы обещания, которые заведомо не могли сдержать? Я буду жениться! Эта свадьба будет в Кахете! Доброе утро. Вот слышал поговорку? Кто как работает, тот так ест. Слышал? Вот, смотри. Как работает ведущая и как работает оператор. Спасибо. Дай руку. Пошли. Спасибо, Нина. Садись, дорогой, я помогу. Давай сними это. Рюкзак, дай мне. Что ты свободно сядь. Спасибо, друзья. Я обязательно вернусь. Только в следующий раз буду благоразумнее. Ты куда палец? Ты что, сможешь вести машину? Ой, тут же праворульная. Два часа в пути, я буду в Тбилиси. Надеюсь, просплюсь. Ну что, мои хорошие,
Приезжайте в Тбилиси, вкусно кушайте, вкусно пейте и отправляйтесь на поиски заветного клада и заветных $100. Наша бутылка в Тбилиси вдоволь попарилась в серных банях и решила охладиться. Для этого перешла через улицу Вахтанга Гаргасали и спряталась в подземном туннеле на пристани. Там ее ищите, в 20 метрах от входа под металлической ступенькой. Если вы, как и я, окажетесь в Тбилиси утром в воскресенье, обязательно поднимитесь на гору Мтацминда и зайдите в церковь Святого Давида. Даже если вы не особо верующий, поверьте, это того стоит. Вот зачем сюда идти. Здесь можно услышать настоящее грузинское мужское многоголосие в исполнении хора Сахиаба. Грузинское многоголосие – это такое же сокровище человечества, как пирамиды Хеопса, Великая Китайская стена и леса Амазонки. И тоже охраняется организацией ЮНЕСКО. Извините, это просто волшебно. Не понимаю, как можно использовать голоса, музыкальные инструменты. Если хочешь, мы можем выйти на улицу и показать, как это делается. Со мной? Ну, конечно. Правда? Итак, начнем с распевки. Давай вместе. Еще раз. А какие слова? Очень хорошо. Грузинское многоголосие уникально. Чтобы вы понимали, грузинам даже 7 нот мало. В европейской музыкальной культуре в пении используют 7 нот. А мы используем 12. Мы можем петь в полутонах. Сейчас покажем. В каждом регионе Грузии есть свое особенное пение. Сейчас мы споем креманчули. Креманчули. Я звучу как курица. Креманчули — это сложное горловое пение, чем-то похоже на альпийский йодль. Я понял одно. Грузинское песнопение — это такая штука, которую никто не подделает. Чтобы так петь, нужно родиться грузином. Здрасте. Если у вас будет время в Тбилиси, возьмите себе танцевальный мастер-класс за $35 и научитесь танцевать аджарский танец ачарули. 6, 7, 8.
ალსნაფოთი ჩამოქონდა ალვისის ჩამონათალი ადექნაფო ტომი ამბე საკვაბი შემონათვალი ოგოგოგო კისკისა ქეჩამოდი კისკისა Ну вот когда бы вы еще станцевали национальный грузинский танец в традиционном костюме, да еще и с подтанцовкой. Олежа, дай минутку, а? Выпей воды, это уж очень жарко. А я, кстати, тебе не рассказывала, что выучила пару приемчиков при игре в покер? Нет? Ха, да на покер-матч все уже знают, как я прокачала свой скилл. Ну ладно, давай сначала доснимаем, а после я тебе все расскажу. Да? Погнали. Я решил сделать последний рывок. Отправиться в еще одно потрясающее место в Грузии. Пещерный город Вардзия. Ехать туда долго, 4 часа. Но оно того определенно стоит. Вот оно, древнее грузинское чудо. Город Вардзия. Вардзия раньше была городом-невидимкой. Все вот это великолепие, представьте, было скрыто внешней скалой, которая разрушилась после очередного землетрясения. Пойду посмотрю, что там внутри. Удивительно! Как без строительной техники люди смогли вырубить многоэтажку высотой в 13 этажей на 600 квартир прямо в отвесной скале? Сейчас это просто пустые скалы и пещеры, а еще 1000 лет назад здесь буквально бурлила жизнь. По дорожкам носились дети, хозяйки развешивали белье на окнах, рабочие носили туда-сюда глыбы камней, а кто-то выдалбливал себе новую квартирку. Все-таки, чтобы понять значимость таких исторических мест, нужно хотя бы попытаться представить, как все было на самом деле. Вардзию построили как укрытие от захватчиков. Чтобы люди могли годами не выходить из города и не попадаться на глаза врагам, его сделали полностью автономным. Здесь сделали водопровод, который разводил воду по комнатам, вот в такие колодцы. Запасы пищи хранили в темных комнатах. Это комната-холодильник. Это комната-библиотека. А здесь у них была аптека. Трапезная. Даже стол есть. Вот так вот надо сесть и здесь кушать. Одна из самых больших комнат скального города. И как вы думаете, что это? Спальня царя? Квартира его лучшего друга? Это, ребята, давильня. Вот сюда забирались босые женщины и давили виноград. А сок стекал вот в такие древние квеври. А в таких вот арках, как мне кажется, располагались спальные места. На полу клали шкуры, вот в таких выемках ставили свечи. Гия обнимал свою Нино и засыпал под этим рукотворным каменным небосводом. Вы думали, это все? Не. Здесь построили здоровенный скальный монастырь и украсили его фресками. Ну что я вам скажу? Место прекрасное. Ваш дом никто не захватит, не затопит, не сожжет. Вино всегда под рукой. Одно маленькое «но». Небольшое сейсмическое подталкивание, и ваш дом превращается в музей.
Вот вы спросите, что делать богатому человечку вечером в Тбилиси? Да, можно покататься по городу, ну или сходить на концерт музыкальный, ну или в конце концов посетить ресторан. А можно совместить 3 в одном. Тбилиси, этот тост за тебя. Ты прекрасен. Солнце заходит за горизонт, и Тбилиси становится еще более волшебным. Никогда бы не подумал, что скажу это, но здесь мне золотая карта просто не нужна. С грузинским гостеприимством прекрасно может отдохнуть и человек со $100, и вон тот богач на плоту. Стоп. Это что, Настя? Настя! Реально она. Настя! О, Господи. Это ты? Ты откуда взялся? Настя, забери меня! Вот зараза. А мы можем пришвартоваться? Ну, приветики. Пистолетики. Как твой вечер? Ну, уже не так хорош, как был до этой секунды. У меня наоборот. Поднялось настроение? Ага. Угощайся вином красным. Кстати, у меня здесь его много. Я уверена, что ты, может быть, и пробовал, но не в таком изобилии. Настенька, поверь, чтобы в Грузии много выпить, деньги не нужны. И я считаю, что это первый прекрасный тост. За Грузию? За Грузию. Ты это видишь? Совет да любовь! Что, схему вы поняли, методика ясна? Хозяйка! Я иду спать. Чувствуете связь? Грузия? Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Шутка. Это невоспитанно. Прекрасный тост.